Всем привет! В эфире Янина, проект «Дикое полевание». Мы продолжаем срывать маски и указывать на тех, кто дождется справедливого суда. В чем наша задача? Мы ставим перед силовиками зеркало, в котором они могут увидеть результат своих действий. Ведь очень легко творить чернь, думая о своей неуязвимости. А мы даем канал обратной связи, где они чувствуют ту боль и то горе, что они причиняют людям. И на секунду в их сознание проникает мысль: а что, если придется ответить? Это их очень пугает. Ведь они понимают, что творят нечто неправильное и несправедливое, но продолжают это делать. А значит, и не остановимся и мы. Не остановимся, пока насилие и репрессии в Беларуси не прекратятся, политические заключенные не выйдут на свободу, а мерзавцы, что их сажали, не получат справедливый суд. Если у вас есть информация, которая может помочь в нашей деятельности, пишите на почту. Ссылки в описании. А сегодня мы поговорим о следователях. Это те юристы, которые должны расследовать преступления, анализировать улики и так далее. Словом, выяснять, что произошло на самом деле и передавать дело в суд. Именно следователи должны были возбуждать дела по фактам пыток на Окрестина и расследовать деяния силовиков. Но, как водится у нас в стране, правда, язык, закон и конституция у них оказались в одном глубоком месте. И ничего расследовать они, конечно же, не стали. А если бы они честно сделали свою работу, тогда и не было бы нужды в нашем проекте. Ведь когда государство нарушает закон, восстановление справедливости становится долгом. Первый в списке Архиреев Евгений Анатольевич, начальник Главного следственного управления Центрального аппарата Следственного комитета, один из главных следователей преступников в Беларуси. Управление, которым он руководит, стоит за крупнейшими политическими делами Беларуси: дело Координационного совета и дело Тихановского. Кроме того, Архиреев принуждает следователей, кто не хотел шить дела, писать рапорты на увольнение. Он же блокировал любые попытки честных следователей возбуждать дела против милиционеров, пытавших людей. Всего перечисленного уже достаточно, чтобы прочно занять место на скамье подсудимых. Но, среди прочего, Архиреев приказал квалифицировать действия убегавших водителей как покушение на убийство сотрудников. Пример такого сходства далее. В нем задействован второй фигурант Кубарь Алексей Владимирович, следователь по особо важным делам управления СК по Минску. Он был следователем в деле минчанина Александра Троцкого, который 12 августа ехал домой, но его машину остановили люди в черном и в балаклавах. От него потребовали выйти, он отказался, что вполне объяснимо, учитывая, что творилось в те дни. Сотрудник ОМОН Карота попытался выбить окно. Стоявший гаишник Юров выхватил пистолет и прицелился водителю в голову. Александр сильно испугался и попытался уехать. Гаишник прыгнул на капот, упал, и машина переехала ему в ногу. Дальше все понятно. Минчанина задержали. Избивали так, что он не мог двигаться и 3 недели провел в больнице. Следователь Кубарь квалифицировал это как покушение на убийство сотрудников внутренних дел. И это при том, что все присутствующие утверждали, что Троцкий уезжал в сторону, но не на самого сотрудника. В итоге простому белорусу, который ехал домой, дали 10 лет. Что тут сказать? Мы уже привыкли, что сотрудники госслужбы – это источник повышенной опасности, и любое пересечение с ними может стоить свободы, а то и жизни. Мы, белорусы, знаем это слишком хорошо. Третий случай на сегодня будет двойным – руководитель и подчиненный. Начальница Левчонок Наталья Геннадьевна, заместитель начальника отдела Центрального районного отдела СК, и сотрудник Зуйков Владислав Сергеевич, следователь этого же отдела. Яркий пример того, как следователи отказываются выполнять свою работу. Речь идет о деле стипендиата президентского фонда для одаренной молодежи, студента химфака БГУ Артема Боярского. Во время допросов его избивали дубинкой, бросали на пол и топтались по ногам. Делал это один известный мудак Валерий Высоцкий. После избиения он подал жалобу, но ему отказали. Что интересно, в экспертном заключении подтверждается, что синяки были, но причина появления оригинальна. Когда Боярский А.Ю. лежал на полу, сотрудник наступил своими ногами на ноги Боярского А.Ю. в нижней части. От его действий у Боярского А.Ю. появились синяки в области ягодиц. Губопевец Высоцкий тоже заявил, что никого не бил, и в журнале учета нет сведений о применении силы и спецсредств к Боярскому. А значит, в возбуждении дела можно отказать. Весомые доказательства, правда? Получается, согласно этому заключению, топтаться на задержанных можно, а если факт избиения не записан в журнале, то и нет нарушения закона. Наши фигуранты Левчонок и Зуйков подписались под этой ахинеей, чем и заслужили попадание в наш выпуск. Самая простая статья, которая светит всем перечисленным особам, статья 425 УК РБ. Бездействие должностного лица. Это не считая служебного подлога, фальсификаций и многого другого. Махинации лукашенковских следаков будут еще разбираться студентами юрфака как примеры юридического позора. И напоследок история возмездия. В этот раз, возможно, не самая успешная, поскольку понесенное наказание явно не соответствовало содеянному. Но о таком тоже стоит говорить.
Речь пойдет о люстрации, которая проводилась после объединения Германии. Без преувеличения, тогда сотни тысяч человек в ГДР были причастны к репрессиям. Немецкие юристы стали перед сложным выбором. Проводить массовые суды значит посадить почти полстраны. Отпустить без наказания тоже не вариант. В итоге пошли по максимальному следованию буквы закона, а также прозрачности и публичности процессов. Среди них была группа дел, посвященных извращению правосудия. По ним проходили судьи и прокуроры ГДР. Самым известным стало дело судьи Верховного суда ГДР Ганса Райнварда. Его обвинили в неправосудном вынесении смертных приговоров 4 людям. В итоге его приговорили всего к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы. Другая громкая история была посвящена преследованиям диссидента Роберта Хауфмана. Ученый-химик, участник движения сопротивления, приговоренный нацистами к смертной казни и чудом ее избежавший, подвергся репрессиям уже при коммунистах, начиная с середины 60-х годов. За отход от линии партии ученому запретили работать по профессии и исключили из Академии наук ГДР. После очередного открытого письма с критикой властей ГДР в 1976 году Хауфмана заключили под домашний арест. 3 года спустя против него открыли уголовное дело в связи с незаконными валютными операциями. Ничего не напоминает? В свободной Германии под суд попали 5 судей и 2 прокурора, причастных к преследованию диссидентов. После долгих разбирательств и нескольких пересмотров дела все судьи были оправданы, а прокуроры получили по 1 году условно. Жители Германии тоже были не в восторге от таких результатов. Мы хотели справедливости, а получили верховенство права, говорили там. Наверное, именно от такой иллюстрации мечтают соучастники Лукашенко. Мягкой, соблюдающей нарушенные ими законы до последней закорючки. Но я с таким не согласна. Хотите ли вы такого же и что важнее, закон или справедливость? Пишите в комментариях, а также подписывайтесь на канал и помогайте распространять видео. Так вы поможете нашему развитию и как можно больше людей узнает о негодяях в погонах. Всем спасибо и живе Беларусь!